Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы вас всех рады приветствовать. Тему для нашего нового сюжета мы вновь нашли в том самом поселке, где мы уже снимали несколько наших видеороликов, ссылки на которые мы обязательно оставим в описании. И если кто их еще не видел, посмотрите, пожалуйста. Эта история нам показалась очень интересной. Ну, все, в общем-то, в тех же жанрах, что вы и любите. Ну да, потому что поселок этот богат на такие истории. Ну а мы сейчас немножко прогуляемся в сторону, здесь вот кладбище недалеко, в сторону кладбища. Сюжет у нас, конечно, будет не о кладбищах, а другая история. Дальше мы вам о ней расскажем. А сейчас просто прогуляемся, потому как вот с этим местом лично у меня связано тоже одно такое воспоминание, которое на самом деле долгое время меня будоражило. В плане пугало, я бы сказала. Ну что, давайте, друзья, прогуляемся. А ты нам поведаешь эту историю. Да. Ну, в общем, однажды в моей, так сказать, юности здесь произошел такой случай. Я училась в классе, наверное, в 6-м, 7-м, может быть. Я сейчас уже точно не помню. В общем, признаюсь в одном своем грехе. Мы прогуливали какой-то урок и решили, нас было 3, решили прогуляться до кладбища. Вот эта дорога, вот она идет, вот такая вот прямая дорога, и вот уже впереди можете вот видеть, кладбище виднеется. И вот мы вот так вот идем по этой дорожке. Ну, это был день, первая половина дня на самом-то деле. Но вот пасмурно было, такая серая погода. Это была глубокая осень. Вот. И смотрим впереди, а раньше здесь были ворота вот у входа к кладбищам. Сейчас я не знаю, есть, нет, подойдем посмотрим. И вот у входа в эти кладбища стоит какая-то женщина. Вся в черном. Такая, знаете, такая немножко скрюченная, но видно, что в возрасте женщина. Такое платье в пол черное. Вот. И смотрит на нас и рукой вот так вот машет. А мы вот где-то были, наверное, вот где-то здесь шли. То есть, нет, наверное, ближе, потому что, да, вот уже кладбище там начинается. Да. Вот, наверное, где-то в этом районе вот мы шли. Мы смотрим, она нам вот так рукой вот машет, типа, сюда. Мы такие смотрим, нам что ли? Может быть, помощь нужна или еще что-то. Мало ли, да? Все-таки женщина, старенькая. Но мы решили подойти. Идем ближе. Она все машет. Девочки, идите сюда. Мы ближе подходим. Вроде, что вы хотели? Вам чем-то помочь? Мы же такие пионеры. И вот когда мы с ней поравнялись прям вот совсем близко, уже можно было внешность разглядеть. Я не могу этого сказать, точнее описать. У нее реально были какие-то странные глаза. Вы знаете, как у человека, у которого что-то такое с рассудком.
Ну, у них какие-то другие глаза, у них какой-то другой взгляд. И вот она вот так на нас смотрит и говорит: идите ко мне, пожалуйста, идите сюда. Я вас вместо своего сына закопаю. Я не помню, мы просто развернулись, руки в ноги и удрали отсюда. Ну, мы были еще дети, но правда, как-то это было... Честно, вот очень напугало этот вот случай нас тогда. И на самом деле это была какая-то для меня на то время вот детская травма. Я очень долгое время, а у меня здесь тоже родственники похоронены, долгое время даже не могла ходить на эти кладбища, потому что вот почему-то я прям этого очень сильно тогда испугалась. И вот, собственно, вот это место связано вот, по крайней мере для меня, вот с такой историей. Ну, сегодня у нас тема не об этом, не о кладбищах. Тема у нас другого характера, и поэтому давайте, друзья, сейчас вернемся вот в ту посадку и расскажем вам, с какой историей будет связано это место. Ну вот, ребят, посмотрите, как мы приезжаем на какую-то локацию, где что-то происходило, да, или происходит. Казалось бы, такие места красивые, все должно быть позитивно, но нет. Это место, оно на самом деле тоже такое, скажем так, связано с многими трагическими историями. А сейчас просто давайте вот прогуляемся по этому месту, посмотрим кадры, потому что, ну, они действительно стоят того, чтобы на них посмотреть. Посмотрите, какая красота. Поселок на самом деле с очень богатой историей. И здесь есть о чем рассказать, и есть что показать. Так что, друзья, оставайтесь с нами. Мы вам обо всем расскажем и покажем. Ну а теперь, друзья, давайте пройдем к тому месту, о котором мы вам сейчас закадрово расскажем. Доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости канала «Пара нормальных блогеров». Мы рады вас вновь всех приветствовать. Итак, друзья, а теперь вот под эту красивую, но грустную мелодию мы познакомим вас с живописным, но вместе с тем связанным с довольно-таки трагическими событиями местом. Посмотрите на эти пейзажи. Как вы думаете, что тут могло происходить? Правильно, много чего. Но начнем по порядку. Как вы понимаете, о чем мы не раз уже говорили, этот поселок богат на разного рода истории и события, которые происходили тут в незапамятные времена. Вот и эта история началась с одного печального случая, который впоследствии потянул за собой очередную цепочку не менее печальных, ужасных, местами даже загадочных и пугающих событий. Посмотрите на эту фотографию. Она не вызывает у вас никаких эмоций. А это дерево. Не чувствуете ли вы, дорогие друзья, негатив, который, возможно, от него исходит? Если вы спросите, а что тут не так, в чем негатив? Я вам отвечу, это проклятое дерево. По-другому в поселке его называют дерево висельников, дерево смерти, эшафот. Но как бы его ни называли, это дерево на своем веку повидало столько висельников, что не хватит пальцев на руке, чтобы пересчитать. Все случаи мы, конечно, описывать не будем, не хватит и выпуска. Но о 4 самых первых, о которых лично я знаю не понаслышке, расскажем.
Однажды, когда я еще училась в школе, заходим мы утром, как обычно, в фойе и видим. По центру стоит столик, а на нем стоят цветы в вазе и рядом фотография в черной рамке. Мальчика из параллельного класса. Чуть позже мы узнали, что на выходных его сбила машина. До больницы довезти не успели. Вскоре были похороны, провожали его всей школой. Очень талантливый был мальчишка, которому так навсегда и останется 14 лет. Отец мальчика воспитывал его без матери. Он был единственным сыном, но как он им гордился и возлагал большие надежды. Но вмиг все рухнуло. После похорон, выйдя с кладбища, отец кому-то из присутствующих на процессии сказал, что ему нужно на пару минут отойти. Люди, с кем он приехал, стали его дожидаться. Но ни через 2, ни через 5 и даже через 20 минут он так и не вернулся. Тогда они подумали, что ему стало плохо с сердцем, все-таки такое горе. Пошли искать его в том направлении, куда он ушел. И нашли. Вот на этом дереве, повешенном на собственном ремне. Откачать не успели. Это первая трагедия. Второй случай не заставил себя долго ждать, и уже месяца через 3 это дерево опять стало последним пристанищем очередного бедолаги. Человек поругался с женой, выпил и на почве конфликта принял роковое решение. Но самое странное случилось позже, когда родной брат этого несчастного стал сильно возмущаться по этому поводу. Как, мол, такое вообще возможно – взять и наложить на себя руки? Что должно твориться в голове у человека, чтоб самого себя? Я не понимаю, как он мог такое с собой сотворить. Ни о себе, ни о родных не подумал. В общем, возмущению его не было предела. До определенного времени. И время это настало спустя всего 2 недели. Этого брата также нашли повешенным на том самом дереве. Как, почему, что с ним произошло, никто так и не смог понять. Ведь совсем недавно он удивлялся и осуждал поступок брата. А между тем поползли слухи о том, что это дерево проклято, и после первого случая всех сюда как магнитом притягивает. Нельзя дотрагиваться до этого дерева, иначе оно и тебя в петлю заманит. Шло время, а волна желающих окончить свои бренные дни в том месте не угасала. И вот однажды дошел до меня слух, что один наш одногруппник тоже повесился. Я спросила, уж не на том ли дереве? Какой был ответ, вы, наверное, уже догадались. Да, именно на том. Что послужило причиной для такого решения, я не знаю до сих пор. Но и верить в те слухи, что дерево убивает, думаю, глупо. Но вот то, что само это место впитало в себя очень много негативной энергетики в связи со столькими трагедиями, ощущается еще как. Ведь не место и не природа делают ужасные и порой непоправимые поступки, а сам человек. Как там говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет? Другими словами, как мы относимся ко всему, что нас окружает, будь то человек, неважно близкий или нет, будь то животное, будь то природа, все впоследствии проецируется в нашей с вами жизни. Поэтому, люди, давайте будем чуточку добрее друг к другу, побольше позитивного мышления, и это непременно нам воздастся. Итак, дорогие друзья, ну а мы рискнули все же пойти в это место, к этому дереву, хоть нам и говорили, что не стоит туда ходить, но мы же не из пугливых, ведь правда? Поэтому сейчас вас ждет небольшая дневная прогулка, а совсем скоро мы, конечно же, посетим это место ночью, дабы послушать, о чем шепчут деревья. При помощи диктофона, кинект-камеры и обязательно ряда фотографий.
А сейчас желаем вам приятного просмотра и помните, вы у нас лучшие. Всегда ваши пара нормальных блогеров. Мебель какая-то. Очень интересно. Может, здесь летом какие-нибудь бомжи жили? Может, летом бомжи какие-то жили? Очень интересно. Может, здесь летом какие-нибудь бомжи жили? Может, летом бомжи какие-то жили? Итак, друзья, давайте теперь пройдем к тому самому дереву, о котором мы вам вот сейчас рассказали закадрово. Честно сказать, мы мимо него уже прошли. В общем, когда мы здесь были, ну это уже прошло много времени, больше, наверное, 20 лет. Мы сюда по юности бегали, смотрели, ну в смысле к этому дереву. Около него всегда то цветы лежали, то венки, то какие-то ленточки были завязаны. И вот сегодня мы подошли к этому месту и увидели, что это дерево уже то ли... Но оно не спилено, оно, по-моему, сломано. И вообще какое-то уже умирающее, кстати говоря. То есть я думала, будет то же самое, что вот было 20 лет назад, ну или там чуть даже больше. Ну, в общем, покажем то, что осталось. Давайте пройдем. Может быть, действительно из-за того, что оно забрало в себя много негатива. Посмотри, рядом стоящая береза кстати, тоже, она, конечно, еще жива. Смотри, и там тоже, да. там тоже. Видимо, все это окутано тем самым негативом. Немножко Да. в тишине здесь постоим, поснимаем. Вот это дерево, друзья. Да, сейчас вот я подробнее вам покажу его. Умирающее дерево. Да. Вот оно. И ты знаешь, опять-таки хочу сказать, да, что самое интересное, это вот напротив, вот эта речка, Тань, покажи. Сейчас, минуточку. И вот, что самое интересное, да, вот это дерево находится напротив кладбища. То есть вот идет речка, через речку вот сразу кладбище. Вот эти вот, ну, про которые вот сейчас вам рассказывали Да. в начале ролика. В общем, получается так, что эта речка является границей между миром мертвых и миром живых. Как-то так. Да. Да, оно как-то вот Хотя- действительно ужасно выглядит. Да, хотя и здесь такое место. Место Ух. очень. Сколько оно повидало Представляю. негатива. Представляю. Здесь, да, посмотри, вот искореженные прям деревья, да поломанные, умирают почему-то. Да. Березы хорошие стоят. Хотя вот соседняя, да, ее тоже Вот прям поломала. соседняя, и вот здесь вот тоже, вот прям напротив. Да. То есть вот, если вы видите, Да.
Значит, место негативное какое-то. Просто так, без причины, мне кажется, деревья все-таки не гибнут. Ну да. Я, конечно, не знаю, можно минуту постоять Прям в здесь? тишине. Мгм. А потом, конечно же, друзья, мы сюда вернемся ночью, потому как, мне кажется, это будет интересно. В любом случае, вот эта вот энергетика, наверное, осталась. Как мы уже неоднократно с вами убеждались. Послушай-ка, послушай. Ветер стих вообще. Мы шли, прям задувал. Мгм, да. Я хочу к речке сходить. Идем. Ты знаешь, вот на самом деле, да, сейчас вроде бы как-то так, ну, спокойно скажем, да, тихо. Да. Но я думаю, ночью здесь будет на что посмотреть. Ну, во-первых, очень неприятно здесь находиться. Вот, друзья, серьезно. Даже днем, даже сейчас вот неприятно. И все еще вот это дополняет вот кладбище, которое находится напротив. Да, близость нахождения кладбища. Да. Вот интересное наблюдение, сколько мы ездили куда. И такие странные совпадения, мягко говоря, что около кладбища вечно что-то происходит, что-то притягивает вот тех же самых людей, которые хотят да, Еще хотела сказать, точно, да, это остановить свою тоже жизнь. сам факт. Да. Еще хотела дополнить ролик, который был вот у нас не так давно вышел, про могильник у оврага. Помните, я говорила вам о том, что многие из группировки вот той, да, кто-то умер, кого-то там еще что-то с ними приключилось. Конкретно вот из той группировки, которые вот убивали людей около того оврага. Так вот, эти люди похоронены вот как раз-таки на этом кладбище. Много их там. Да. Удивительно. Смотрите, какие кадры. Вода зеленая-зеленая. Ну, смею заметить, что лес здесь очень чистый. Люди, видимо, следят. Не знаю, наверное. Ну, раз чистый, да. Да, прям молодцы. Молодцы, конечно. Поселок-то как бы не такой большой. И я вот помню как раз-таки, ну, скажем, ну, округлим, грубо говоря, да, 20 лет назад. На это место, ну, вообще какие-то места такие вот, где природа, местное управление жилищно-коммунальных хозяйств присылали сюда рабочих, они вот эти территории все убирали. То есть прям так ухаживали за поселком. Не знаю, как сейчас, но надеюсь, так же. Мне кажется, да. Ну как они будут менять традиции? Тоже красиво. Посмотрите, 3 березки торчат. И дерево тоже такое, да? Да, и такое эпичное дерево. Здесь вот они все как-то идут так, да, подряд. И то вот, которое Да. страшное, с ужасной историей. И вот как-то округа вот эта вот, она какая-то... А там уже более такой глухой лесок идет, такая лесополоса, лесопосадка. В этой лесопосадке, кстати говоря, тоже было убийство не так давно. Да. Тоже мой знакомый, да, убили. Тоже какие-то разборки были, что-то там насчет машины. Ну, в общем, так. Местность такая глухая.
Да, и как ты сказала, в основном вот почему-то это вблизи кладбища происходит. Ну, это вполне, в принципе, объяснимо, наверное. Есть тому причина. Красиво. Очень красивые елочки на склоне. Там такой этот еще. Акведук. Мост. Ну да. Я не знаю, смогу я. Тут очень круто. Тут очень круто. Ну, да. Если вам видно, очень надеюсь, что видно. Ну, красиво там. Красиво, да. Место очень живописное. Когда я в школе училась, вот эта речка чуть, по-моему, поменьше была, потому что вот, знаешь, были же там праздники 9 мая, там родительская. Угу. Вот здесь вот на берегу сидели люди, с кладбища выходили, и здесь вот вдоль берега сидели. Как интересно. Сейчас вот нет уже берегов. Да. Ну, они тогда были более пологие, получается, Ну, да? наверное, да. Ну, единственные там пологие, вот откуда мы пришли, с того края, где прям очень красиво. Ну что, мы уже выходим к дороге. Я думаю, друзья, ну, такая вот у нас получилась небольшая прогулка, разведка этого места. Ну и, наверное, уже встретимся с вами во второй части ночью. Поэтому, ребят, да, действительно, никуда не расходитесь. Поддержите, пожалуйста, наше видео. Если кому понравится, делайте репосты, пишите обязательно комментарии. Мы всегда очень рады им. Любим отвечать на ваши замечательные комментарии. Вы у нас очень большие молодцы. Все потому, что Вы у нас лучшие. Ну что, друзья, до встречи ночью. Пока-пока. пока.